Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет вашу постель? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. И знаете, в очередной раз, вот я смотрю, как-то у нас уже такая закономерность. Довольно часто вот у нас показывает сигнификации ситуацию, когда вот как будто ваша жизнь на паузе, да, у каждого это проиграется по-своему, у кого-то это пауза в личных отношениях, то есть это может быть и осознанная пауза, когда вы не хотите вообще никого, ничего, у кого-то это просто после разрыва, после развода пауза, да, когда вы еще не отошли, вам еще не до отношений. У кого-то это может проигрываться сейчас безработица, что вы реально либо же уволились, либо вас уволили, и вы в таком ступоре, да, что делать, куда бежать и где искать новую работу. У кого-то, кстати, может даже проиграться, что вы сейчас находитесь, я не скажу прям в больнице, хотя, может быть, кто-то и на лечении, либо же вы планируете лечение, кто-то, может быть, операцию планирует, ну а у кого-то, может быть, просто банальная простуда вас свалила. Хоть, казалось бы, сейчас и лето, да, но тем не менее... Есть такое еще, знаете, может проиграться, что это упадок сил, депрессняк. Ну, то есть все то, что может вас уложить в постель. Да, вот любая болячка, она может уложить в постель. Тоже может у кого-то проиграться. И давайте сделаем маленький опрос, как всегда. Напишите, ребят, вот что вам сейчас резонирует из того, что я сказала, да? Что у вас происходит в жизни? Либо это вы приболели, либо это без работы вы, либо апатия какая-то вот именно в личной жизни, вы не двигаетесь. Напишите, ребят, только по-честному. Что я еще могу сказать? Да, однозначно у многих проиграется, что сейчас ситуация либо же безденежья, либо же ваши заработки значительно уменьшились. Это могут быть урезание зарплаты, это может быть задержка зарплаты, это может быть ситуация, когда вам, допустим, может быть, крупную сумму денег не отдают. Вот вы кому-то одолжили, а вам все тянут, да, и не отдают. Знаете, вот эта вот вся кутерьма, вот эти все проблемы житейские, которые, может быть, даже у кого-то и в одночасье это все навалилось, да, и безденежье, плюс еще женщина ушла, там, либо же вы ушли. Знаете, как будто это все вас настолько изменило. Вот изменила в каком плане? Да, вы стали более нервны, вы, может быть, стали более вспыльчивой. Вы как будто находитесь, либо же вот находились, в таком длительном хроническом стрессе. Вот то, что происходит, либо происходило недавно еще в вашей жизни, в такой стресс, такое, может быть, даже кого-то в депрессняк вогнало. Хотя я вам скажу, что вы такой человек, знаете, вот если к вам по-хорошему, вы, наверное, последнюю копеечку отдадите, да? Вы очень цените порядочность, вы очень цените искренность. И это касается всего. И в отношениях, и по работе между коллегами, и с друзьями, с родственниками, да с кем угодно. Вот для вас честность и порядочность, вот какая-то взаимная поддержка, это очень и очень важно. Вы довольно неплохой кулинар, вы такой довольно гостеприимный, вы умеете накрыть поляну просто на раз-два. Напишите в комментариях, ребят, вот какое ваше самое любимое блюдо и какое блюдо у вас лучше всего получается. Я как-то давно делала опрос, но давайте еще, поскольку у нас новые подписчики, новые гости канала. Напишите, вот что у вас лучше всего получается вот приготовить, да? Потому что, вот знаете, вы настолько умелый кулинар, что, может быть, вам даже окружающие говорили, там знакомые, которые вас неплохо знают, что вот тебе нужно было быть шеф-поваром, либо же в ресторане где-то работать, да? И поэтому, такое вы, конечно, фору дадите многим женщинам. У кого-то могут сейчас проигрываться конфликтные ситуации.
Опять-таки, это может быть либо по работе вы с кем-то поругались, хоть с начальством, хоть с коллегами, да. Это может быть, кстати, еще ругань из-за того, что вам, может быть, не выплачивают, либо задерживают деньги. У кого-то еще скандал может проиграться с женщиной. И неважно, кто-то живет с женщиной, кто-то уже разошелся, да, поскольку это общий расклад. Но здесь еще очень жарко между вами, еще страсти кипят, я имею в виду выяснение отношений. Здесь может быть дележка там, либо квартиры, имущество, алименты. Ну а если вы живете там с женщиной, допустим, да, то здесь, ну, конфликт на конфликте. Здесь вообще такая печальная ситуация, из которой просто нужно бежать. Здесь нужно себя спасать, да, вот как на этой карте нарисовано. Вот вы как будто вот в пожаре находитесь, да, вот, ну, это понятно, что это в переносном смысле слова. Но вам нужно бежать из таких отношений, потому что лучше не будет. Вот сгорите заживо, что называется, в таких отношениях. Сгорите, да, и морально, и эмоционально, и как угодно. У кого-то могут еще и болячки начаться. Печалька. Итак, мои хорошие, давайте разбираться, что же за женщина хочет в вашу постель. Давненько я не делала такого расклада, да? Вы любите такое, я знаю. Хоть некоторые пытаются мне тут рассказывать, что да ты озабоченная, да такое-сякое. Боже, мне так смешно это читать, знаете, боже мой. Так, ну, как говорится, собака лает, а караван идет, да? Итак, ну, что я вам скажу? Ну да, у многих из вас интимная жизнь оставляет желать лучшего на данный момент. Вот у многих, вот, ребят, без обид, не знаю, конечно, если ошибаюсь, напишите мне в комментариях, но я склоняюсь к тому, что у многих из вас интимная жизнь далеко не регулярная. Либо ее нет длительный период, либо же, ну, это очень-очень редко бывает. Знаете, и смех, и грех, простите за мой такой черный юмор, но хочется сказать, что у кого-то, ну, так давно не было интима, что, наверное, уже просто девственность восстановилась, да, как у девочки. Обычно это девочкам говорят, ну просто у меня такое сравнение пошло, поэтому простите, мальчишки, ну, почему-то мне пошла такая информация. Вы человек, который, знаете, но вы не будете уже горы сворачивать, чтобы добиваться женщину, да, вот однозначно не будете. Вот скорее здесь женщины вами будут больше интересоваться. Да, вы ждете, вам хотелось бы, конечно, и позажигать, и покувыркаться, да, грубо говоря, но тем не менее вы не будете лишь бы с кем. Итак, какая же женщина хочет вашу постель? Ух ты! Это женщина, с которой же либо вы очень мало знакомы, либо же, знаете, это какая-то ситуация, что она вас знает, да, вот каким-то образом, но как будто вот со стороны наблюдает, да. То есть вы ей очень понравились как мужчина во всех смыслах слова. И внешне, и фигура, да, вот как будто вот она стоит просто так рядышком и наблюдает, как вы общаетесь с людьми, как вы себя ведете, какой вы там и галантный, и вежливый, и такой сякой, и как вы на место ставите людей других, она тоже это все наблюдает. Ну, то есть это такая ваша, вот я бы назвала, тайная поклонница. Она скорее среднего возраста, может быть, ну, скорее такая больше к светлому, к светлым волосам я склоняюсь, да, светловолосая. Женщина, которая может быть даже не свободна, я вам скажу. Сейчас многие начнут возмущаться, да, я знаю, что вы не любите, да, когда семьи разбиваются, и это нормально. Но мы сейчас говорим просто о тайной поклоннице, которая, вот она может представлять вас в каких-то своих эротических сценах, да, вот в голове, ей хочется быть с вами. Вот вы в нее вселяете, знаете, ощущение, что вы очень страстный мужчина, и в принципе это правда, потому что вы довольно неплохой любовник. Другое дело, что вам сейчас куролесить особо не с кем, да? А если у кого-то есть какие-то временные романы, то, ну, конечно, особо не покуролесишь. Вы, знаете, вот вы вселяете в нее вот какую-то страсть, да, вот уверенность. Вот у нее ощущение, что с вами можно быть вот как за каменной стеной. И даже, знаете, вот я смотрю так на расклад, и я вижу, что она не только хочет вашу постель, она хочет вообще с вами отношений.
Почему? Почему же ее не устраивают ее отношения или что такое? Они у нее болезненные. Там вранье, там неправда, там очень такие токсичные отношения, там холод. Знаете, ощущение, что ей страшно уйти с этих отношений. Здесь могут быть либо угрозы какие-то, здесь могут быть запугивания, да, здесь могут быть, ну, я не знаю, может быть, и ее мужчина сказал, что ты лишишься всего, да, то есть, опять же, у кого как проиграется, но она его боится. Она живет в аду фактически. Эту женщину можно только пожалеть. Я знаю, что вы сейчас можете писать, осуждать ее, да, что вот она не ушла. Но здесь может даже проиграться, что ей некуда идти. Далеко не у каждого есть какая-то запасная квартира, дом, и далеко не у каждого родственники живут в одном городе с вами. Понимаете, какая ситуация? Поэтому, как мужчина, вы ее привлекаете, даже очень сильно привлекаете, да, ей бы, еще раз говорю, хотелось с вами не только покуролесить, но и сблизиться, потому что вот у нее такая острая нехватка любви, острая нехватка нежности и ласки, это само собой. Заботы ей хочется, вот такой мужской заботы. Потому что, знаете, вот в этих отношениях, в которых она находится, как будто она прислуживает. Вот она как такая бесплатная прислуга для ее мужчины, понимаете? Поэтому сказать, что у нее там какие-то грешные мысли, вот знаете, в такой ситуации я бы не взялась. Ее можно только пожалеть, да, вот по-женски, вот просто пожалеть. Она бы и ушла, но куда уходить, кому уходить? Давайте посмотрим, получится ли у вас воплотить ее мечты. Сможете ли вы с ней быть, ну, хотя бы в романе, да? Хотя я понимаю, что вам хочется серьезных отношений. Чем же это все закончится? Что же у вас может быть с ней? Знаете, вы не будете торопиться вступать с ней в отношения. Общение будет с этой женщиной, это 100%. Но вот как-то не будете вы торопить события, особенно после того, как вы узнаете, что она не свободна. Те, кто из вас, ну, может быть, посмелее, да, вот как-то те, кто, ну, больше не заморачиваются, да, там, свободная женщина, не свободная, либо же вы войдете в положение ее, да, что вы поймете, что там уже, в общем-то, особых таких отношений нет, там только страхи, запугивание, там домработница она и так далее, то вы можете, да, с ней потихонечку, так полигонечку начать встречаться. И то, я еще раз повторю, спешить вы не будете, потому что будет страх, а вдруг ее мужчина узнает, а вдруг начнутся разборки, а вдруг то, а вдруг все. Да, это могут быть поначалу какие-то вот тайные, такие тайные свидания. Причем я вам скажу, знаете, вам будет с ней очень хорошо, очень легко. Те, кто вот рискнут, да, вот несмотря ни на что, все-таки вступить в отношения с ней, вы будете на одной волне. Вот когда вы будете вместе, будет настолько хорошо, что вам даже будет порой казаться, что ну такого не бывает. Ну как так может быть? Да, я давно этого не чувствовал, я давно не испытывал таких эмоций. Помимо того, что это будет очень жаркий кекс, так скажем, да, что вы будете ну просто обессиленный лежать после этого всего, да, потому что давно бобик не тренированный, давно не куролесили, давно не зажигали. Ну, знаете, это человечек, с которым вам будет, ну, просто комфортно во всех смыслах слова. Здесь комфорт не только в интиме будет, здесь комфорт вот именно когда на одной волне, когда вы всегда найдете общие темы, которые можно обсудить, да, потому что, ну, просто не вылезать из постели, но это очень быстро надоест, да, какой бы супер шикарный кекс не был, да, но на одном кексе далеко не уедешь, вы об этом прекрасно знаете. Вы такие будете, знаете, вот не только вот как любовники, то, что вы постепенно начнете влюбляться в эту женщину, это однозначно. Но параллельно будет вот страх и влюбленность, и вы будете как будто в смятении. А что делать, да? Что делать? Она не свободна. Ну, вернее, она практически свободна, потому что это у нее не отношения. Это так, пародия какая-то, да, когда там одни негативы, одни страхи.
то, знаете, вы даже будете с ней обсуждать, как выйти из этой ситуации, но выйти без каких-то вот малейших таких проблем, да. Потому что когда мужчина серьезный, когда мужчина такой диктатор, может быть, даже в каком-то смысле, вы будете оба искать со временем выход из этой ситуации. Вы будете ей подсказывать, помогать. Может быть, даже кто-то из вас на время, ну, то ли к себе позовет, то ли вы поможете ей снять квартиру, да, пока вот вы еще встречаетесь, пока вы не определились. Но то, что вам будет хорошо вместе и в постели, и вне постели, это факт. Знаете, вы, я думаю, многие давно не испытывали тех чувств, которые будете испытывать с этой женщиной. Вот это ощущение такого, знаете, ну я говорю вам просто простым языком, чтобы всем было понятно. Наверное, ощущение такого просто кайфа, да, когда ты просыпаешься и засыпаешь с человеком, с которым тебе, ну просто, ну балдежно хорошо, да, ты просто балдеешь. Вот я другого слова просто не могу подобрать. Это будут жаркие ночи, это будут жаркие дни. И в то же время параллельно вы будете обмозговывать, обдумывать, как решить вот эту проблему, да, чтобы этого мужчинку, ее мужа, там кто угодно, он гражданский муж, неважно, чтобы как-то вот его устранить со своего пути, да. Но опять же, чтобы это было без конфликта, без проблем и с малейшими потерями. Поэтому, ребятушки, все у вас будет хорошо, у вас будет потрясающая женщина, хоть, конечно же, с непростой судьбой, придется, может быть, и вам где-то поднапрячься, ей помочь. Но поскольку вам будет бомбически хорошо с ней, я думаю, вы все справитесь. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!